Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 1 сентября, начало осени, нового сезона. Давайте начнем с календаря событий, посмотрим, что у нас намечается на сегодня и какие движения наиболее вероятно сегодня в течение дня произойдут. Так, ну, во-первых, Китай сегодня в эйфории куда-то летит. Тем не менее, индекс деловой активности даже по версии Caixin вышел негативный. Мало того, что он вышел меньше прогноза, он вышел меньше предыдущего значения, он еще ушел и за полтинник. То есть вот это как раз то значение, которое указывает на то, что китайская экономика начинает остывать уже усиленными темпами. Но движения в Китае, которые происходят, наиболее вероятно, они сейчас связаны с обыгрыванием событий вокруг Эвергранда, вокруг Хуаронга и других компаний, фондов, которые занимаются застройкой и инвестированием в китайскую экономику. Ну вот еще, собственно говоря, подтверждение плановой экономики, она неустойчива, и поэтому они периодически доходят до какой-то точки, когда они не могут выплачивать по облигациям. Соответственно, китайское правительство их спасает, либо оказывает содействие различными действиями. И на фоне этой помощи возникают периодические всплески эйфории. Так, друзья, ну вот что касательно воздействия ураганов на цены на нефть, на спрос на нефть. Тут на самом деле воздействие оно носит несколько сложный характер, потому что помимо того, как создание угроз и прекращение добычи нефти, ураганы оказывают еще влияние на возможность переработки нефти. Ну а соответственно, если меньше перерабатывается нефти, то падает спрос на нефть, соответственно, это приводит к снижению цены на нефть. Если переходить на график нефти, бренд, то, соответственно, мы на текущий момент имеем боковик. В преддверии обсуждения ОПЕК по поводу дальнейшей стратегии, политики, здесь у нас сегодня наиболее вероятно вот этот вот боковик, он так и останется в диапазоне 72,4, 71,3 по нефти бренд. Соответственно, ожидаем, что будет, скорее всего, во второй половине дня пробитие 72,4 и попытка сходить на 73,4, 73,5. На текущий момент, ну, здесь никакой движущей силы, которая указывала бы на движение вверх, нету. Соответственно, вот этот задерг, скорее всего, он будет носить коротенький характер, потому что в соответствии с прогнозом американского аналитического центра по нефти предполагается, что в четвертом квартале будет преобладать предложение над спросом. Ну, соответственно, это ведет к тому, что цены на нефть будут находиться под давлением. Также достаточно высокое количество новых случаев заболевания ковид в Соединенных Штатах. Они умудрились переписать максимумы. Ну, соответственно, все это создает почву для того, чтобы спрос на нефть он не восстановился и начал стагнировать. Соответственно, по нефти, если переходить на дневной таймфрейм, то у нас здесь разворотная формация возникла вчера. И эта разворотная формация, она получает свое развитие на движении вниз, мандат на падение, если будет пробитие 70,4. Если такого пробития здесь не возникает, то, соответственно, отсюда прямо-таки напрашивается отскок с целью движения на 73,5. Ну, нефть, она всегда отличалась куртуазностью, вот, и поэтому здесь на текущий момент в коротком диапазоне сегодня-завтра напрашивается отскок на 73,4, 73,5. А вообще среднесрочная перспектива, конечно же, здесь уже возникли колебания, которые указывают на движение вниз. Если мы еще при переходе на часовой таймфрейм, опять же, у нас здесь можно вполне разглядеть фигуру двойное донышко. И эта фигура, она реализуется путем движения на 73,4, закрытие вот этого гэпа. Вот, поэтому я думаю, наиболее вероятно, что краткосрочно мы вот это движение сюда наверх увидим. Опять же, в случае, если возникает движение противофазы с пробитием 71,3,
то ни о каком росте здесь речь уже не пойдет. Так, друзья, далее китайский индекс CSI 300, он сегодня активно отскакивает, несмотря на то, что PMI опять же вышел подтверждающий негативный. Ну, здесь, я так понимаю, идут обыгрывания, вот эти всякие истории, которые связаны с крупными китайскими компаниями, застройщиками, фондами, не более, не менее. Да, здесь сейчас сформировался импульс движения локально до конца этой недели, до середины следующей. Цель движения 5020, вот сюда, вот к этому значению. Вот. Но в любом случае это импульсивный характер, и здесь по Китаю сформировался даунтренд. Соответственно, мы с отскоками в ближайшее время будем видеть наиболее вероятно проседание по китайскому фондовому рынку. Так, друзья, возвращаясь к календарику. Ну, у нас сегодня объем розничных продаж по Германии месяц к месяцу. Индекс производственной активности по Российской Федерации, по Германии. Вот это, конечно, очень интересный момент, потому что здесь по логике вещей должно начаться проседание. Проблема с полупроводниками, соответственно, автоконцерны, они не могут в полном объеме производить автомобили комплектующие. И вот здесь, конечно, может быть не 60,27, а даже поменьше значения. Ну и, соответственно, это давление на DAX и на евро, если здесь движение вниз, оно действительно сформируется. Так, далее сегодня по еврозоне PMI в промсекторе, тоже как по Германии, уровень безработицы. И 13:00 вроде как должно быть заседание ОПЕК. Но здесь, с моей точки зрения, концепция следующая. Если там не будет принято решение о том, что они уменьшают сокращение добычи, то по нефти наиболее вероятно на завершении ожидания заседания ОПЕК должен хотя бы коротенький отскок произойти. Соответственно, если они принимают решение о том, что можно резать сокращения, то есть можно добывать больше нефти, то, соответственно, мы по нефти увидим пробитие 70,4. Для начала 71,3, потом, если 71,3 на большом объеме пройдем, то, соответственно, весьма вероятно 70 тоже сегодня будет пробито. Но опять же, техническая картина в большей степени по нефти указывает на то, что будет отскок вверх. Так, друзья, ну дальше в 15:15 изменение числа занятых в несельхозсекторе Соединенные Штаты. С учетом текущего роста новых случаев ковид не совсем понятно, как здесь будет получено положительное значение. Ну да ладно. Так, ну и сегодня достаточно приличный блок статистики по США. Индекс деловой активности в производственном секторе, запасы сырой нефти. И сегодня же в 7 часов выступит Бостик. Не думаю, что Бостик что-то хорошее скажет для рынков. Так, ну и дальше по традиции в ночь выход статистики по России. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Давайте я часовой таймфрейм ставлю. Но здесь на текущий момент развивается движение, у которого цель потестить 169 тысяч. Пока никаких разворотных формаций и указаний на то, что будет откат, их нету. Соответственно, здесь весьма вероятно, вот сейчас это движение завершится. Далее посмотрим, как оно завершится. Если мы здесь при подходе увидим рост объемов, весьма вероятно сформируется пробой. Ну и дальше будет подготовка к четвергу движения на 172 500. Если же здесь нас ожидает снижение объема, то, соответственно, весьма вероятно будет формирование двойной вершины и откат, цель которого для начала 167 500. Ну, как вы видите, позитивное движение, невзирая на то, что происходит с нефтью, оно все равно продолжается. То есть в Россию идет заход как ни крути. Ну и по РТС, вот сейчас, если возникает коррекционный откат с пробитием уровня 167 850, то вот этот рост, скорее всего, сегодня не произойдет, и мы уходим либо вот в этот боковичок, либо мы отсюда провалимся с целью движения на 166 300. Так, друзья, давайте посмотрим российский фьючерс по золоту, часовой таймфрейм. Золото немножко хандрит, пытается оно откатиться вниз.
Ну, смотрите, на самом деле сбор стопов был вчера, и этот сбор стопов показал на то, что золото пока что падать не планирует. Ключевой уровень у нас это 1806-1807. Вот здесь вот он проходит. Соответственно, если здесь возникает пробой и проторговочка под этим значением, и тем более пробой сакрального значения 1800, то действительно мы по золоту увидим просадку и движение. Ну, первая цель здесь будет 1792. Все остальные движения вот в этой нижней части, если они происходят, они будут приводить к тому, что золото будут выкупать. И у нас по золоту на этой неделе осталась неотработанная, не пробитая цель 1820. Вот по-хорошему вот эту цель мы должны по-любому сделать и даже сходить повыше. Но в идеале 1864. Здесь все зависит от ряда факторов, в том числе от индекса доллара. Вот. Сейчас по золоту намечается, видимо, либо еще небольшое движение в районе 1810. Вот. Но в любом случае, при отсутствии устойчивого пробития 1806-1807, вот это все движение, оно выкупается, и его будут тянуть наверх на пробой 1820. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Соответственно, у нас здесь тестирование сакрального значения 73,1, 73,05. Вот этого диапазончика, дневной таймфрейм. Но здесь, если формируется пробитие, то следующая цель, она будет, ну, первая цель 72-75, и потом вообще отсюда должно быть движение на 72,1. Я пока не уверен, что это пробитие произойдет, несмотря на то, что, видимо, Россию покупают, рублю особо укрепляться не дают. Это раз. Во-вторых, пошел рост стоимости премий на кредитно-дефолтные свопы, короткие по России. Соответственно, в таком формате, наверное, особо валюту заливать не будут, даже при текущем высоком спросе на российские активы. Вот, и поэтому получается такая загадочная ситуация. Не падающий август и не падающий сентябрь. Куда тут бежать? Так, ну и что касается часового таймфрейма. Ну, смотрите, вот здесь идет очень упорное тестирование уровня 73,2. Пока его не пробили, и его уже достаточно длительное время не пробили, по-хорошему здесь полагается сделать отскок, и цель этого отскока в район 73,5. Опять же, при формировании вот этого пробоя 73,2, 73,1 мы должны сходить пониже, то есть по рублю должно произойти укрепление в район 72-75. Пока ситуация, как здесь будут развиваться события, она не до конца ясная, потому что, ну, как бы все уже указывало на то, что и Россию покупают, и все хорошо, и по нефти вроде выше 70 стоим. То есть должно идти укрепление рубля, ну, хотя бы где-то на 70. Но 70 это вот самое такое значение, которое при такой нефти оно просто обязано произойти. Но в последнее время что-то пошло не так. Вошли в спрос кредитно-дефолтные свопы, короткие на Россию. И, видимо, вот этот фактор, он начал препятствовать укреплению рубля. Вот. Опять же, при такой нефти потенциал укрепления рубля, он сохраняется, но есть ряд факторов, которые могут удачно раскрыться, ну, в кавычках удачно, с 18 по 20 сентября. Это и там различные окончания обращения деривативов в Соединенных Штатах, будет перекладка. Это и то, что формирует отчетность к закрытию квартала в западных структурах. И, ну, мы с вами знаем выборы в России. То есть здесь, что называется, все дороги сошлись в одну точку. Вот. Но на самом деле пока непонятно, как эта ситуация будет обыграна, потому что когда идет массовое такое нагнетание, истерия, оно, как правило, приводит к тому, что в этот момент ничего не происходит страшного. Так, друзья, итак, резюмируя по рубль-доллар, я склоняюсь к тому, что здесь будет боковик. И все-таки я
думаю, и я, видимо, сейчас буду делать на это ставку, на то, что будет отскок в район 73,5. Вот, но если вот возникает пробой 73,2, 73,1, то весьма вероятно пойдет более существенное укрепление рубля на 72-75. Я пока думаю, такой сценарий менее вероятен, нежели чем боковик и движение наверх. Вот. Ну да, то есть при такой нефти прям вот рука просит зашортить доллар и собрать сливки где-нибудь в районе 72, то и 70, но вот что-то, а, какое-то совершенно неэнергичное движение на укрепление рубля, оно показывает на то, что есть факторы, которые это дело тормозят и которые пока не вступили в полную силу. Друзья, все, спасибо за внимание, успешных торгов.